Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Эта история произошла на окраине города Джуна, штата Аляска, США в 2003 году, когда известный фотограф Ник Йенс со своей собакой занимался съемкой около замерзшего озера. В какой-то момент Ник заметил у края озера силуэт черного волка, который стоял и пристально наблюдал за ним. Человек стал медленно отходить, беспокоясь, что волк может напасть на его собаку. Но вдруг его собака сорвалась с места и сама побежала прямо на волка. Ник пытался отозвать пса, но тот продолжал идти на дикого животного. Хозяин в ужасе замер, ожидая схватку. Но то, что произошло потом, стало неожиданным сюрпризом даже для фотографа. Животные начали играть в догонялки. Ник отошел от шока и быстро навел камеру на них. Вскоре волк забежал в лес, но не спешил уходить. Он показывался между деревьями, приглашая своего нового друга поиграть. С тех пор одинокий волк стал часто показываться на окраине города. Ник много раз ловил его грациозный силуэт на камеру. Волк все ближе подходил к домам. Вот только местные жители не слишком радовались волку. Они опасались, что зверь станет нападать на собак или даже на детей. Но Ромео, так фотограф назвал волка, продолжал все ближе подходить к людям, и вскоре они уже не боялись его присутствия. Он явно не собирался охотиться на людей. Казалось, что волку просто хотелось общения. Вместе со своими питомицами они часто навещали Ромео. Волк даже начал подражать собакам, а иногда даже играл с людьми. Но были и те, кто ненавидел волка. По их словам, дикий зверь всегда угроза для людей, поэтому они мечтали, чтобы он поскорее исчез. 6 лет Ромео оставался любимцем жителей и источником вдохновения для фотографов. Когда его одинокий силуэт перестал встречать людей у озера, они с грустью поняли, что Ромео покинул этот мир. Люди решили, что Ромео заслуживает, чтобы о нем помнили. Теперь людей у озера встречает вот такая вот памятная табличка, напоминающая о необыкновенном и дружелюбном звере, который стал вдохновением для всего города. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.